Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Я, Ольга Красикова, рада вас приветствовать на своем канале «Плетем вместе». Приготовила трубочки. Эти накручены на спицу 1,5 мм, ширина полосы 7 сантиметров. Так как у меня корзинка, шкатулка моя будет большая, я взяла вот длиной 60 сантиметров эти трубочки. Накручены на спицу 2,5 мм, ширина полосы 10,5 сантиметров. Значит, у меня в длину так 30, в длину 30, в ширину диаметр 22,5-23. Делала вровень с ведром. Буду плести по большому ведру. Окружность очерчивала вровень с ведром. Припуск не делала. Вот у меня, кстати, очень была плохая бумага, очень старая, она с мятинами совсем на свете. Феном сейчас ее просушивала, все вытянулось, разгладилось. Спасибо огромное за такую подсказку, это вообще супер, потому что, много перепортилось из-за того, что вот именно не приклеивалось хорошо. Беру 3 трубочки, начинаю, значит, я буду вот это оплетать, круг свой, веревочкой в 3 трубочки. Туда их вставила и вывожу из застоек, чтобы начинать плести. Первый, откуда я начинала плести. И закрываю веревочку в 3 трубочки. 2 перед, 1 за. Можно смотреть с другой стороны. Смотрите, вот здесь вот у меня выходит на горизонтальной поверхности сейчас. Очень, очень видно это все. Вот здесь вот трубочка, вот она пошла вот туда. То есть из-за этой стоечки трубочка выходит. Вот она ушла. А из-за этой нет. Можно считать отсюда, если вдруг, тяжело, если рисунок не сходится и вы потерялись, можно считать вот отсюда. То есть вот нету вот этой вот трубочки, вот из-за этой стоечки. И считайте, значит, за эту стоечку надо завести. 2 перед провести. И смотрим, 2 перед, раз, два, 1 за. Значит, вот из-за этой. Берем трубочку, 2 перед, 1 за. И получается, что у нас теперь есть и из-за этой, и из-за этой. И все повторяем так. 2 перед, 1 за. И рисунок не нарушаем. То есть ни с той стороны, никак. А вот как они идут, так они идут, трубочки. И вот они состыкуются, когда ряд полностью закрылся. Уже видно. Здесь я подгибаю чуть-чуть пальцем, чтобы потом когда буду закрывать, было куда вставлять трубочки. И под 2. Форму вставляю сейчас, потому что, если проплести сейчас веревочку в 3 трубочки после подъема, потом трубочки могут уйти туда чуть-чуть, и форма может не встать. И получится, что вы придавите ряд, первый ряд формы придавите, и форма неровно станет. Так, теперь плету веревочку в 3 трубочки, окантовочную, так, чтобы получилась здесь косичка. И вот у меня вышли трубочки. Так, вышли трубочки мои. Так, я их наращу, наверное, сразу.
Вот прям видно, что из-за этой стоечки, вот пошла трубочка у нас, вот видно, да, по плетению. Как если мы закрываем прямую веревочку, мы закрываем с вот этой уже, ну, плетем вот с этой, а закрываем отсюда. 2 перед, 1 за. То есть мы закрываем вот так вот. А эту обратную веревочку, как мы плели, так и закрываем. Первую я проплетаю просто. Вторую я проплетаю, чтобы была галочка. Она же должна соприкасаться вот с этой вот. Вот они идут все вместе, вот отсюда. Чтобы ее вывести, она должна вот сюда пойти. Если вот просто положить, вот здесь вот это вот мешается трубочка, значит, ее надо завести под. Мы же плетем обратную веревочку, заводим. Я ее достаю. Вот, она ушла под, вышла туда, куда надо. Вот сейчас надо ее. И это. И последняя у нас получается, вот у этой не хватает. Здесь у нас уже 2. Вот как идет, прям веревочка закручена под 2. То есть просто кладу одну под одну и последнюю под 2. Если не получается, первое время я вынимала форму. Так и подтягиваю, чтобы они на место легли. Так и получается вот. То есть веревочка полностью состыковалась. 3 перед, 2 за. 1, 2, 3 перед. У меня получается сейчас еще и рисунок будет в другую сторону. Ну ладно. Так, не с той стороны. Вот с этой. 3 перед, 1, 2, 3 и 2 за. Так, 1, 2, 3 и 2 за. Первый ряд вообще надо считать 1, 2, 3 перед, 2 за. Потом 1, 2, 3, 2 за. Потом уже будет чуть-чуть полегче. Они, ну, сама вот эта вот будет видна волна, как она, спиралька. И уже можно будет ориентироваться. А сейчас пока в самом начале она такая капризная. Так, и первую трубочку я отмечаю. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Просто отрезаю этот верх, макушку у нее. Потому что все будут ровные, полные, а это нет. У меня на большом расстоянии размечены, что надо размечать вот каждые 5 рядов. 5 трубочек я сплела, иду 5 трубочками, иду 5 рядов. Каждые 5 рядов намечать, где должны быть ровно, потому что, ну, если чуть-чуть сжать их в одном месте, то получается, ну, сейчас спиралька выйдет и будет, если вот смотреть со стороны, прям видно, как она вот так вот идет. 40 кратно 5, плиту сразу 5, кратно 5 делится без остатка, значит, должно рассойтись. Плиту ситец 3 перед, 2 за. И пошло. Вот здесь, получается, отсюда вышел и пошла как лесенка. То есть вот все правильно, все сошлось. Убираю вверх, уберу вверх, загибаю вот так вот, потому что вверху будет веревочка, сейчас под веревочку, иначе будет видно при плетении ситца, ее спрятать некуда, она выйдет. Так, 3 трубочки меняют цвет. И получается, если плести изиду прямой веревочкой, то сейчас должна быть обратная, чтобы повторить узор, отразить такой же, как внизу, косичку эту.
Так, вот этот обрезок, надо его поднять сейчас, чтобы он вот так в косичку ушел, в веревочку. Так. Плету прямую веревочку и закрываю стоечки. То есть вот беру трубочку и прямой веревочкой плету и укладываю соседний стоячок к ней. Плести все-таки изиду нет. Надо вот снять с формы. Наращиваю поближе к вот этой стоечке, к другой. Не за стойкой, а получается между стойками. Чуть-чуть подальше, чтобы место наращивания скрылось. Так как я плету прямую веревочку, я и закрываю ее как прямую. То есть вот доплела до первой трубочки, откуда вот вышла первая, до стоечки, откуда вышла первая трубочка, и закрываю. 2 перед, 1 за. То есть если посмотреть изнутри, вот видно, что здесь вот уходит трубочка есть, здесь, а вот отсюда получается уже нет трубочек. Вот я эту первую заправляю на место. Так, подрежу. Две перед и 1 за, и последнюю. Все. Каждый выскочил. Каждой трубочки, которую я сейчас уложила, нужно уложить стоячок свой. Вот, прям первый беру. Так, вот здесь он у меня уйдет. Обрезаю. И вот с этой, по-моему, я стороны, да, чтобы они не распускались или нет. Ну, там, по-моему, не важно, с какой стороны. Вот она пошла, трубочка, вот она, от веревочки. Вон она, одна. Вот я к ней и укладываю стоячок. И там внутри в плетении видно, что стоячок, вот он ушел у меня, он должен вот сюда, и тут я его должна обрезать. А он у меня вот ушел. Я его чуть поправляю, чтобы он туда, куда надо, пошел. Так, и последний. То есть у меня получается, вот смотрите, я протянула, у меня выходит вот здесь вот она, а стоячок должен вот здесь вот обрезан быть. То есть я чуть-чуть раньше, чем надо, провела трубочку. Значит, я ее сейчас чуть-чуть выну и проведу вот чуть-чуть, чтобы она была к этому, к стоячку прям, чтобы... И вот эту. И видно, вот она вышла у меня вот сюда.
А она должна у меня пойти вон туда. Это же стоячок, он должен перед быть и обрезать его. Вот туда надо его направить. И я не спешу обрезать вот эти вот трубочки от веревочки, потому что сейчас витками, пока стойками заниматься, пока витки укладывать, они все время потом выпадают. Вот все сначала уложить надо, а потом их обрезать. Обрезать никогда не поздно. Я их отрежу, но полностью обрезать, наверное, я их, наверное, обрежу после того, как прогрунтую. Высохнет, и потом натяну чуть-чуть и срежу, и в витки заправлю, а то постоянно они выскакивают на этом месте, и меня всегда это дело нервирует. Теперь, когда я буду грунтовать, я загрунтую, и вот, чтобы более-менее выровнять бортик, чуть-чуть ее подровняю, вот не сильно надавливать, а вот просто равнять, вот где видно, что вылезло. Буду оплетать веревочкой в 3 трубочки. Добавляю трубочки рабочие. Стоечки у меня они трубочки сегодня не увлажненные, не обработанные. Я их просто увлажнила под водой и все. Оставляю я свой лак. У меня там осталось на донышке. Больше я не обрабатываю трубочки. Вполне можно и такими плести. И буду оплетать веревочкой в 3 трубочки. Картон у меня с этой стороны распечатка из интернета. Вот картинки, которые в интернете, надо только там смотреть, чтобы были, они не получились маленькими, а на странице такие, как должны быть. А с другой стороны у меня, я потом покажу, там пленка самоклеющаяся. Здесь я распечатку наклеила. У меня тоже есть видео, как я это делаю. Я поэтому просто приклеиваю на это там. Вот такой клей. Карандаш. Вот такой. Использую. От него бумага не размокает, он быстро приклеивает, он все схватывается. Обрезаю, все делаю, и потом обязательно вскрываю лаком. Распечатка должна быть на лазерном принтере, потому что если будет на другом, цвета могут потечь. У меня такого не было, но девчонки жаловались, поэтому из их опыта я знаю, что может потечь распечатка. Так, 2 срезаю трубочки, 3 тоже срезаю, прячу в плетение, а эти 2 буду наращивать. Срезаю рабочие трубочки я под стойкой. Потому что у нас будет косичка сейчас вниз, и трубочки туда уйдут. Осталось 1, 2, 7, 9. Ушло 32 штуки. Вот на это расстояние, которое выплести, у меня ушло 32 длинных трубочки, которые по 60 сантиметров. Плела я веревочкой в 2 трубочки. Делаю косичку. Косичку 3 на 3. Подкладываю, чтобы место зарезервировать, и 2 добавляю, потому что будет 3 на 3, чтобы сразу было 3 трубочки в косичке, сразу 3 добавляю. Следом я добавляю по 2 здесь, потому что у меня они толстые, это 2,5 накрученные спицы на спицу, трубочки толстые, поэтому я добавляю по 2.
еще добавляю. Теперь у меня получается 2 пряди по 3. И начинаю плести. Я ее опускаю, трубочку, да. Если я сейчас не срежу лишнюю, то есть вышло у меня 3, одну я уже опустила. Если я сейчас не срежу лишнюю, у меня получится уже 4 трубочки. Поэтому я вот одну опустила, а здесь сразу срезаю лишнюю. И еще 2 добавляю. Все, у нас сформировалось 3 пряди. 1, 2 и 3. И начинаем плести, начинаю как обычную косичку. Одну вверх, прядь, там 3 трубочки вверх завожу, укладываю. И вниз опускаю. Вниз одну опустила и сразу одну срезаю. И 2, которые здесь у меня остались, сейчас я палец уберу, вот накрываю и сразу срез получается. Все. И так плету по очереди. Одну вверх поднимаю, одну вниз опускаю. Так. Чтобы вывести все наверх. Ну да. И вот у нас 2 дырочки осталось. И завожу. Все сначала пряди наверх, чтобы не запутаться. Стыковать косичку вообще очень легко. Раз, наверх и все. И здесь получается, я здесь ножницами помогаю себе, чтобы они никуда не в ту сторону. Последнюю поднимаю вверх. Здесь у меня, ну вот они вышли все наверх. Так, чтобы было легче закрывать. Эти уложили, эти уложили и последние. Вот то, что срезали, вот они выходят сюда, вот их назад. И на их место срезанные. Ну вот прям видно, что трубочки не обработаны, и поэтому скрутка вот, ну, топорщится. Чтобы этого не было, и обрабатывают лак-вода. Ну и получается вот буквально 1 лишний ряд, и крышка туда-сюда очень легко ходит. Поэтому ее еще надо обратно выгнуть, потому что я на нее нажимала. Когда буду грунтовать косичку, вот на себя чуть-чуть сюда внутрь. Ну, мне кажется, вообще идеально такой бортик, потому что не надо с внутренним бортиком, там ошибешься, еще что-нибудь. А здесь нет, все, вот она. Я чуть-чуть ее поправила, выгнула, и она уже... На плетение этой шкатулки я брала трубочки серые и светлые. Серых трубочек у меня ушло на шкатулку около 100 штук. Они накручены на спицу 1,5 миллиметра, ширина полосы 7 сантиметров. И вот эти длинные трубочки, которые накручены на спицу 2,5 миллиметра, ширина полосы 10,5 сантиметров. Их ушло тоже 100 штук.
Это все, что я вам хотела рассказать. Желаю вам успеха во всех ваших начинаниях. Подписывайтесь на мой канал, находите меня в социальных сетях, контакты я оставляю в описании под видео. А также там вы найдете много полезной информации и ссылок. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Напоминаю, что полное видео по плетению шкатулки онлайн вы можете найти в описании под видео. Спасибо вам за внимание. До свидания.